Привет, дорогие, самые светлые, самые тонкие, самые мудрые души, которые попали на этот расклад. С вами Ева, и вы на канале Ева Оракул и Таро. И сегодня для вас будет тема, мы зайдем в ваш личный кабинет судьбы. Вот как я здесь сижу в таком кабинете роскошном, специально созданном для вас. Вот сегодня мы заглянем в кабинет, личный кабинет вашей души, вашей судьбы, и посмотрим, что же там происходит и что готовит вам судьба. Карта сила тут отдельно почему-то вышла, все карты колоды я вытащила, а карта сила, я же говорю, что расклад для очень сильных, для очень, знаете, мудрых женщин, которые уже очень многое прошли в своей жизни, или, может быть, даже если это смотрят молодые девушки, у вас были очень сильные прошлые воплощения, или у вас, может быть, детство было непростое, тоже есть такой момент. Но давайте смотреть. Ваша судьба сейчас, ваша судьба в будущем. Настраиваюсь на вас. Сегодня будет единый поток для всех, без вариантов, поэтому берите из этого расклада то, что вам резонирует. Ну, а мы начинаем. Ваша судьба. Ваша судьба. Сразу из потока идет у вас такое немножко сейчас состояние предвкушения. Вы даже слушаете меня, и вы как будто бы хотите услышать что-то хорошее, императрица. Я же говорю, что вы хотите услышать хорошие новости, потому что вы понимаете, что вы не то, что как бы вы их, слово заслужили, мне здесь вообще не подходит. Вы понимаете, что вы к этому шли, это ваш путь, это ваша судьба, и вы как будто бы прошли, знаете, такой большой отрезок. И даже, может быть, это, знаете, по времени, по каким-то таким обстоятельствам небольшой, но потому что вы прошли внутри, потому как вы прожили внутри, что вам пришлось, как бы, знаете, вот перестроить в себе, для вас это огромная победа. И вы понимаете, что вы заняли этот трон в своей судьбе абсолютно по праву, и вы понимаете, может быть, знаете, кто-то говорят слово «повезло». Или там, вот ты там что-то сделал, типа что-то случилось, тебе повезло. Вот это не про вас, понимаете, вам не повезло. То, что у вас есть, это, знаете, потом и кровью, и светом, и молитвами, и болью, и страданием, и слезами. Это как бы все-все-все вместе, понимаете. Я же говорю, даже если это смотрят молодые совсем девушки, у которых жизнь только начинается, да, у вас или было непростое детство, или у вас, вы понимаете, вы очень много трудились, работали не только, как бы, знаете, вот... скажем так, ну, конкретно, да, то есть там над чем-то работая, да, то вы работали со своей душой, то есть ваша душа трудилась. Поэтому вы женщина, которая, знаете, вот блага жизни уже просто должны идти к ее ногам, потому что есть очень большие наработки, вот я бы так сказала. Да, и понимаете, вот вы в вашей судьбе сейчас, знаете, такой сейчас момент происходит, что вы хотите, чтобы вам приходили вещи уже легко, легче. То есть хотите, чтобы ваша судьба разворачивалась теперь немножечко по-другому. Вы хотите, чтобы шансы, возможности, люди, все самое лучшее, что только может быть, приходило к вам, знаете, вот легче, чем раньше. Уже как-то, знаете, вот на уровне императрицы, вот вы императрица, и вам подносят, понимаете? Судьба подносит, мужчины подносят, возможности судьбы, да, то есть все идет вот как подношение, вот вам как самой достойной женщине. Не вы выбиваете и вы боретесь, а вы как бы принимаете, понимаете, те дары, которых вы достойны. Вот сейчас такой момент в вашей судьбе происходит. Пишите, насколько вам резонирует. Ну, карта Солнца, потому что, понимаете, вот и в вашей судьбе начинается сейчас очень светлый период, радостный период. Потому что действительно у вас позади были непростые времена. И вы понимаете, мы живем во времена перехода, и люди, которые с 2012 года, с 2018-2019 года не сидели сложа лапки, не ныли, не говорили, что все плохо, у меня ничего не получится, а реально, сталкиваясь с любыми трудностями, молились, верили в Бога, верили в себя, делали действия, меняли себя, перестраивали ежедневно, перестраивали себя, свои мысли, свое мышление, себя на клеточном уровне, тем людям приходит счастье. И вам это счастье идет, потому что вы такой человек, понимаете? Ваша судьба с этого момента, вот как вы смотрите этот расклад, как вы сейчас проживаете эти дни, понимаете, переходит на светлую сторону счастья. Вам больше не нужно это страдание, понимаете, отработка кармы закончилась для вас.
Вот у вас начинается такой период судьбы. Давайте будем смотреть еще детали происходящего. Ой, друзья, ну такой классный расклад. Я очень рада, что сюда пришли очень классные женщины. Ну, я же говорю, понимаете, помимо того, что входит радость и счастье, к вам еще приходит ощущение, знаете, вот стабильности, устойчивости. То есть уходит состояние, когда вам нужно витать, что-то какие-то метания, принимать решения. То есть вы входите в период жизни, когда есть ясность, определенность, стабильность, есть ощущение, что вот у меня есть всего, что мне нужно. Четверка жезлов. Я живу в достатке, я живу в том месте, где мне нравится. Я живу по тем средствам, которые у меня есть, и мне всего достаточно, понимаете? Такое какое-то, знаете, такое вот изобилие, которое вот как бы вам вот по душе, понимаете? Ни больше, ни меньше. И вот именно это очень важный вроде бы мелочь, ну как бы не то, что мелочь, но вы скажете, что в размерах судьбы это не так важно. Это очень важно, потому что когда женщина успокаивается, у нее появляется ощущение безопасности и гармонии, да, уверенности в завтрашнем дне, в сегодняшнем дне, у нее меняется даже внешний вид, у нее меняется лицо, у нее меняется состояние, уходит тревога, приходит состояние такой благости внутренней, понимаете? Вот карта Солнца еще раз мне напоминает о том, что, понимаете, вы будете просто радоваться жизни, вы будете радоваться тому, что происходит. Вот это сейчас начинаются такие вот уже сдвиги в вашей судьбе. То есть ваша судьба с этого момента будет именно такой. Ну, понимаете, десятка пентаклей, только я об этом сказала, понимаете, финансово будет всего будет достаточно, понимаете, и на еду хватит, и на то, и на дорогу, и на путешествия, и на одежду, и на свои хотелки, и на рестораны, ну что вы там любите, на все, что вам нужно, понимаете, на все ваши сферы жизни, на все будет монетка, на все будет достаточно средств. И это не только про деньги, кстати говоря. Тут еще идет вопрос, что закроются ваши какие-то, знаете, вот потребности. Потому что сейчас мы живем в такой мир, понимаете, то есть деньги это хорошо, но есть еще очень много важных вещей, которые деньгами не так легко закрываются, да. То есть деньги действительно очень много решают нас сейчас. Но есть вещи, которые, знаете, вот какая-то тебе хочется какой-то возможности, шанса судьбы, но ее нет, ты ждешь. Вот этот шанс будет, понимаете. Хочется, чтобы какое-то окружение было людей, которая тебе подходит. Понимаете, это за деньги не купить. Так вот это придет. То есть все, что можно как бы пощупать, потрогать, осязаемые вещи, материальные вещи этого мира, они будут к вам притягиваться, понимаете? И вы будете чувствовать по всем фронтам, там закрывается. Буквально вчера вы посмотрите, и даже вот сейчас вы смотрите расклад, и вы скажете: Ева, я тут сижу в одиночестве, у меня вот там на душе кошки скребут, в кармане пусто, а ты говоришь, судьба меняется, понимаете? Но нам, понимаете, вот карта, опять карта счастья говорит, понимаете? Карта Солнца выходит и говорит, что счастье это есть, это все вам сейчас, ваши мысли. Сейчас будет все меняться, сейчас будет все перестраиваться. И я же говорю, еще сегодня вы проснулись, и у вас, допустим, того нету, и вы из-за этого переживаете, но уже завтра каким-то волшебным для вас образом карта выпрыгивает, понимаете? Вам приходят абсолютно двойка жезлов, новые возможности, понимаете? Целый мир будет для вас открыт, у вас даже будет выбор, вы будете даже выбирать, а я хочу так или так, понимаете, двойка жезлов. У вас будет возможность сделать что-то по-другому, потому что когда вы жили сейчас по вашей судьбе, сейчас, знаете, у вас была как отработка кармы. Это как карма, это по сути трамвай, ты едешь по рельсам, и ты не можешь сдвинуться, карта меня зовет, карта силы, видите, вот с чего начали, то и идет. Понимаете, у вас есть сейчас все возможности, вы были как по рельсам, вот трамвай идет, у него есть возможность, это не машина, не троллейбус, вот он как идет по колее, так и идет. И вот ваша судьба такая была, потому что была отработка кармы, были родовые программы, была какая-то вот линия жизни, вот вы выходите из этого пути. И в каждой ситуации у вас будет появляться выбор. Нету ничего прекраснее в этом мире. И весь принцип нашего мира – это свобода выбора. Так вот у вас будет этот выбор, понимаете? И он будет не такой выбор, что я выбираю из двух зол меньшее, а выбор из тех вещей, которые вам по душе. Опять выходит, представляете, перемешала, вытащила из середины колоды, снова двойка жезлов. Будет выбор, который вам по душе. И здесь, понимаете, вот целый мир будет у вас возможностей, да, то есть
Вы, может быть, привыкли себя видеть там в пространстве, мне почему-то идет, вы знаете, вот где нельзя пролезть, я сказала, одного города или одного района или одной страны. Возможно, вам нужно больше путешествовать, или вы захотите переехать в другое место, вы будете думать об этом. Потому что, может быть, вы жили вот ну, видите, вот тут же я, тут же я, тут же я, вот просто, смотрите, выходит карта мир. Я же говорю, что у кого-то это, понимаете, вы, может быть, жили в этом месте, в этом городе, у вас был какой-то эгрегор, или в этом районе, или работали в этом месте, понимаете, вы зациклились. Так вот у вас как-то в жизни начнет меняться судьба волшебным образом, понимаете, складываться благодаря вашим наработкам, вашей силе. Вот, пожалуйста, вам вытаскивают по одной карте, пожалуйста, из колоды, по порядку. Будут идти возможности и будут идти шансы, понимаете, и вы будете действовать. Вам откроется абсолютно просто весь мир. Вот посмотрите, какие шикарные карты. Ну просто вот что может быть просто прекраснее? Вот посмотрите, ну вот класс. Соответственно, для вас это будет, как сказать, открытие горизонтов, дорог, которых у вас не было прежде. У меня просто там такой красивый вид на старый город. Я, знаете, вот просто смотрю, вот мне вот такой образ идет, я пытаюсь как-то словами его облечить. Знаете, вот представляете, вы выходите в поле, да, и там, допустим, вот ничего нету, вот как у вас раньше. И, то есть, получается, даже как бы шанса нету. А так вы выходите, допустим, да, там яблочное дерево, там грушевое дерево, там слива. Почему-то мне вот такой образ идет. Там какие-то ягоды. И вы можете и это взять, и то взять. У вас появляется какой-то, вы начинаете замечать. Вот. Почему мне это вот так вот не идет, этот образ? Вы начнете замечать. То есть в вашей судьбе начнут происходить такие вещи, что вы начнете замечать. Это самый классный момент, понимаете? Вы заметите то, что вы раньше не видели. И вы вчера просто стояли, у вас стена была, а сегодня вы уже смотрите, а я могу пойти туда, а я могу сделать то, а я могу сделать такой вариант. Понимаете? То есть у вас будет просто классное ощущение. Ой, шторы. Вы представляете? Я не знаю, что произошло. Подождите меня на минутку, я открою шторы. Они просто закрылись, решили блэкаут нам сделать. Сейчас, момент. Слушайте, это что-то невероятное. Я абсолютно, я здесь в номере одна, и вдруг шторы закрылись на блэкаут, когда я говорила о мире. Я же говорю, что вот вы, понимаете, вот это просто, это самая крутая магия, которая происходила у меня на раскладах. Почему вдруг шторы, которые автоматически, ну, то есть не автоматически, а кнопочкой закрываются, понимаете, они закрылись вдруг, понимаете, 10 утра. Что случилось? Так вот, понимаете, здесь это случилось именно в тот момент, когда я сказала о том, что вы просыпаетесь в один день, да, и вы видите, вот у вас закрытые шторы, темнота, а потом, хоп, что-то происходит без вашего участия. Видите, я не участвовала, я буквально вот проснулась, открыла эти шторы и пришла к вам, понимаете? И тут же вдруг эти шторы закрываются и открываются, понимаете? Но это вот, это что-то невероятное, понимаете? Вот Сегодня Вселенная говорит с вами просто уже. И это, видите, это будет происходить без вашего участия. Оно само будет происходить. А вы будете просто в шоке. Вчера было так. Вчера я видел стену перед собой, закрытые возможности. А потом хоп, я вам просто покажу, какой у меня вид, чтобы вы поняли, вот, что на самом деле открывается. Я не знаю, вы видите или нет, да, сейчас. У меня очень красивый вид на город. Вот, и это вот сейчас произошло что-то вот просто вот я сама не могу прийти в себя на тех словах, просто навсегда у меня на раскладах происходят такие вещи, и так или иначе я не все вам просто рассказываю, вот, потому что аудитория еще новая, нужно вас подготовить к тому, что здесь будет происходить дальше. Ладно, друзья, поехали дальше. Дальше поехали. Значит, влюбленные. Влюбленная карта выходит, в вашей судьбе будет однозначно меняться ситуация в отношениях с мужчинами. Я думаю, что у большинства
появится мужчина. Даже если вы в браке сейчас, у вас появится новый мужчина. Если вы сейчас одни, у вас появится новый мужчина. Если вы сказали себе, я больше ничего не хочу, я хочу быть одна, у вас появится новый мужчина. То есть после того, что сейчас произошло, я вам буду говорить так, вот знаете, вот уже без каких-то компромиссов. У вас сегодня карта Солнца будет выходить до тех пор, пока вы в это не поверите. Пока вы сами не скажете себе, видимо, понимаете, по 10 раз она выходит. Мне кто-то писал в комментариях, что повторяете одно и то же. Это не я повторяю, это поток, это вы себе повторяете, понимаете? Вам ведут эти карты, и вам повторяют по 10 раз одно и то же. То, что вы не хотите слышать, понимаете? И снова десятка пентаклей выходит. Потому что мужчина придет с возможностями, с финансами, с тем, что он, понимаете, тоже будет частью этой вашей стабильности. Понимаете? И у вас даже на какой-то момент будет ощущение, что, как бы, знаете, ну, как бы чаша настолько полная, что у вас вы не ожидали. Вы привыкли жить немножко в дефиците любви, дефиците финансов, дефиците денег. А тут у вас в какой-то момент как бы будет ощущение такого изобилия, достатка и все. И для вас это будет непривычное новое состояние. Вот именно это самая главная перемена в вашей судьбе, понимаете? Это будет новая реальность, это будет новый мир. Снова выходит карта мир, да, то есть у вас будет абсолютно новая реальность, потому что вчера вы жили в дефиците, всего не хватало, вы думали, как выкручиваться, вы думали какие-то шаги, а тут вдруг в вашей жизни есть и то, и то, и это, и у вас появится даже, понимаете, вот старый мир абсолютно разрушится, вы больше не будете жить как раньше. Вот вы вот на самом деле это очень хорошо, двойка мечей, это вот так, как вы привыкли жить. Вы привыкли жить, то есть вроде как бы и выбор есть, но его нет. И постоянно живешь в дефиците, в страдании, в мучениях, непонятно, куда вообще жить, как двигаться, и все не устраивает, понимаете? Но к вам приходит абсолютно новый способ жизни, и вам к нему, кстати, нужно будет привыкать, потому что вы не привыкли жить, когда все хорошо, когда нет проблем, когда не нужно страдать. Это, знаете, не так просто, не все люди умеют так жить. Не все люди умеют так жить. Многие люди, даже когда получают все, они находят способ пострадать. Они выйдут на улицу, с кем-нибудь посрутся. Извиняюсь. Почему-то слово такое пришло. Вообще так не говорю. Это, видимо, от вас, может быть, вы употребляете. То есть это какое-то будет мелочное, понимаете? Вот не вашего уровня, поэтому я так сказала. То есть вы выйдете... Боже, это же, вот представляете, кто-то из вас, напишите мне в комментариях, это вот кто-то, когда я выдаю такие перлы или какие-то такие слова, которые мне не свойственны, это кто-то из моих зрителей это употребляет или это слово, или так думает, понимаете? Вот напишите, пожалуйста, в комментариях, кто сегодня заставил меня это слово сказать. Так вот, кто-то поссорится, кто-то будет, понимаете, вот вы будете себе устраивать болезни, проблемы, что-то угодно. Поэтому вам придется научиться жить в достатке, в любви и изобилии. Не так это просто, как вы думаете, понимаете? Вам придется совершить определенные действия для этого, чтобы сесть на свой трон и чувствовать себя на нем как бы уверенно и заслуженно, понимаете? И принимать дары от жизни, понимаете, уже из совершенно другой позиции. Так, что у нас тут напоследок выходит? Карта звезда, мои дорогие. Да, потому что вы становитесь женщиной с большими возможностями, с большими принадлежностями, вот, с большими шансами, и вы будете сиять, вы получите воплощение вашей мечты, потому что вы, по сути, мечтаете, чтобы ваша жизнь не была как прежней, чтобы вы перестали жить в страдании, в печали, в тревогах. Вы хотите стабильности, хотите вот вы хотите жить по-человечески. Вот мне как-то идет такая фраза. Вот я просто хочу жить хорошо. Ну сколько можно? Вот понимаете, вот это сколько можно, оно заканчивается. Оно уже закончилось. Вы немножко даже не верите. Ваша жизнь уже перестраивается, нам показывает, ваша судьба уже меняется. Но вы привыкли жить немножко по-старому, поэтому вы пока даже не верите. Я говорю, вы привыкли жить вот так вот. Это вот вы узнаете себя, человек, который себе найдет головняк, проблемы в любой ситуации, не потому что вы, знаете, такой слабак, наоборот, потому что вы очень сильный человек, очень много прошли, и вы уже просто автоматическая привычка. Вы знаете, как привычка вырабатывается у человека 30 дней. Вот я как-то помню, я там не пила кофе там 3 месяца. И потом, чтобы начать его пить, это даже усилия воли потребовалось. Хотя я раньше любила там чашечку капучино выпить. А какое-то время я его не пила, да, и все, потом сложно.
То есть вроде бы это то, что ты любил, то есть привычка вырабатывается. Вы можете попробовать что-то не делать 30 дней, неделю даже хотя бы, вы потом через неделю, про сахар, сладости это вообще молчу, то есть когда ты не ешь их неделю, там месяц-две, 2 месяца, то ты потом даже не сможешь съесть половинку тортика. Раньше хотя ты мог съесть 3 тортика, к примеру. Поэтому привычка вырабатывается, и у вас, почему-то мне захотелось про тортики вам сказать, возможно, вам стоит сегодня пойдите себя, побалуйте тортиком. Слушайте, у вас начинается новая жизнь, съешьте что-нибудь, может быть, какой-нибудь тортик без сахара, кто знает. Но у вас просто начинается новый путь, новая жизнь, и я предлагаю вам сегодня это отпраздновать. И я сегодня отпраздную это вместе с вами. Давайте вместе праздновать в комментариях. И я хочу вам напомнить, что вы можете стать постоянным гостем моего канала и на постоянной основе выражать благодарность, оформив подписку на мой канал. Там есть 3 уровня. Уровень энергия благодарности, энергия гармонии и уровень энергия изобилия. Уникальный уровень, на котором вы сможете ежемесячно получать от меня индивидуальные консультации каждый месяц, апдейт по любому вашему вопросу в Телеграме. Поэтому оформляйте подписку, пишите в комментариях, насколько вам срезонировал этот расклад, а мы сейчас посмотрим карту совет вот для вас и узнаем. Ну, понимаете, вы будете действительно, вот королева Пентаклей, вы будете сидеть, вы займете, вот понимаете, вы займете то место в жизни, в своей судьбе, к которому вы долго шли, которое принадлежит вам. Понимаете? Вот по всем смыслам. И ментально, и духовно, и энергетически, и социально, и в плане любви вы найдете мужчину, с которым у вас, понимаете, будет абсолютное счастье, достаток и состояние. Вот самое главное, вот я вижу, что вам придет это состояние такого умиротворения, спокойствия. Понимаете? Вот нет ничего дороже спокойствия. Вот у вас будет ощущение стабильности и спокойствия. Вот такой был сегодня для вас поток, дорогие мои. Подписывайтесь на канал, если вы хотите увидеться снова. Пишите в комментариях, как вам срезонировал сегодняшний расклад, сегодняшний поток. Мне очень интересно. Я всегда читаю, отвечаю. Рада буду увидеться с вами снова из этого шикарного кабинета вашей судьбы. Сегодня для вас был такой прекрасный поток и расклад. Ну, мы с вами увидимся. До встречи. Подписывайтесь на канал, выражайте свою благодарность, как вы считаете нужным. А мы с вами увидимся. До новых встреч.